Вот только вот эти 3 ингредиента нам понадобятся для приготовления этого чудесного теста. Это мука, сливочное масло и яйцо. Очень просто, и это тесто можете использовать для приготовления множества разных пирогов. Итак, здесь у меня 175 грамм муки высшего сорта. Муку всегда просеиваем. Добавляем 100 грамм масла сливочного. Масло можете вот так вот нарезать на маленькие кусочки. Кстати, можно масло холодное, можно уже комнатной температуры. Я пробовала и так, и так. Это абсолютно не меняет результат. Теперь втираем масло и муку друг в друга. Это займет пару минут. Используем кончики вот пальцев. Пару минут и посмотрите, что у нас получилось, видите? Теперь нужно добавить сюда яйцо и замесить мягкое тесто. Если яйцо крупное, то одного яйца будет достаточно. Если же маленькие яйца, то может понадобиться 2 яйца. И продолжаем вот так вот замешивать, чтобы получилось мягкое однородное тесто. Посмотрите, какое хорошее однородное тесто у нас получилось, видите? И теперь это тесто, вот оно такое мягкое, перекладываем вот на пленку, заворачиваем, ставим в холодильник хотя бы на 30 минут. Можно заранее приготовить это тесто и оставить в холодильнике на пару дней даже. Тесто пробыло в холодильнике, наверное, больше 1 часа. Ну, как я уже сказала, неважно. Главное, чтобы не меньше 30 минут, а там уже и несколько суток можно продержать. Теперь смотрите, как легко его раскатать. Для того, чтобы не использовать дополнительно муку при раскатывании, сверху тоже накрываем пленкой. Вот это тесто, видите, под 2 пленками. И теперь скалкой раскатываем его. Видите, как просто было раскатать и не понадобилась мука. Теперь нам понадобится вот такая форма диаметром 23 сантиметра. Обязательно, конечно, форму перед выпечкой мы смажем сливочным маслом. Я вот использую всегда бумаги от сливочного масла. Вот этой бумагой очень хорошо смажьте дно и края. Теперь это тесто переносим в нашу форму. И теперь уже руками здесь хорошенько его уложим. Если где-то лишнее что-то, уберем. Если не хватает, добавим. Посмотрите, как здорово у нас вот это все уложилось здесь.